Если у нас возникает необходимость заменить наш жесткий диск SSD на новый, либо объемом больше, либо, допустим, перенести с обычной SSD на M2 SSD, и при этом задача не переустанавливать систему, не делать настройки всех программ, не устанавливать, полностью взять, сделать как бы копию, клон нашего диска на новый диск. На этом видео я вам покажу, как это можно сделать. Вот мой диск M2 на 512 гигабайт. Я хочу перенести полностью всю систему со всеми программами, с настройками на 2 терабайта. Но у меня нет второго разъема для того, чтобы можно было параллельно подключить новый диск и на него сделать клон. Нам понадобится еще флешка, с которой мы сделаем загрузочную флешку и запустим программу для переноса. И также, чтобы мы могли параллельно подключить этот диск, нам понадобится вот такой вот адаптер. Этот адаптер можно использовать как карман для M2 дисков, но в данном случае мы его будем использовать как параллельно подключенный диск. И теперь просто подключаем к нашей системе. Желательно брать порт, где скорость у нас побольше. Это USB-C на 10 гигабит. И теперь нам нужно записать на флешку программу, которая нам поможет сделать клон диска, который внутри, на новый диск. Для клонирования диска я буду использовать RescueZilla. Это полностью бесплатная программа. Это одна из программ, которая находится на загрузочном образе, который мы скачаем и зададим загрузочную флешку. Кто знаком с CloneZilla, то это та же программа, только с графической оболочкой. Также стоит заметить, что на образе RescueZilla у нас есть все программы, необходимые для работы с диском. Мы можем склонировать, мы можем создавать образы, и также есть программа для работы с разделами, что очень важно после клонирования. В первую очередь нам нужно скачать образ, который мы потом запишем на флешку. И для создания загрузочной флешки мы можем воспользоваться программой Balena. Выбираем образ, который мы только что скачали, RescueZilla, открываем и теперь вставляем флешку в компьютер, нажимаем Select Target и выбираем нашу флешку. В моем случае это 16 гигабайт. Нажимаем далее и нажимаем Finish. Флешка готова, теперь подключаем ее к нашему пациенту. Чтобы система загрузилась с флешки, нам нужно зайти либо в BIOS, либо в Boot меню и выбрать загрузку с флешки. Чтобы процесс клонирования не занял много времени, я буду использовать для клонирования виртуальные машины. Я вам покажу, как склонировать жесткий диск и как его потом правильно подключить для Windows и для Linux. Итак, посмотрим размер диска в Linux. У нас 10 гигабайт жесткий диск виртуальный. И в Windows у нас диск на 50 гигабайт. Сейчас добавим немножечко больше диски и попробуем склонировать операционную систему со всеми программами, с настройками на другой диск и с него загрузиться. Начнем клонировать с Linux. Перезагружаемся и загружаемся с нашей флешки. У нас появляется RescueZilla. Здесь мы также можем выбрать язык и раскладку. И у нас сразу же запускается RescueZilla. Если мы свернем это окошко, то у нас есть также другие программы для запуска. У нас также есть терминал, у нас есть Firefox, File Manager и Gparted, которые нам понадобятся немножко позже. У нас также есть несколько вариантов, что мы можем еще сделать. Мы можем сделать бэкап, то есть мы можем создать image, образ нашей операционной системы, допустим, наших разделов. Мы потом можем эти образы восстановить, либо, что мы сейчас будем делать, это клонирование. То есть у нас два диска параллельно подключенные к системе, и мы просто будем переносить полностью один диск на другой. Выбираем клон. Здесь нам также еще объясняется разница между клонированием и созданием образов. Нажимаем далее. Далее нам стоит выбрать исходный диск. Я беру 10 гигабайт. Я также добавил еще один диск на 12 гигабайт. Это наш новый диск. Нажимаем далее. И далее выбираем Destination Drive, то есть целевой диск на 12 гигабайт. Нажимаем далее. Здесь также мы можем выбрать разделы для клонирования. Мы хотим полностью делать клон, поэтому два раздела у нас включены. Нажимаем далее. Общий обзор, что откуда будет копироваться, какие разделы будут переноситься. И также для обычных HDD мы можем включить параметр, который игнорирует битые секторы, допустим. У нас все SSD, поэтому нажимаем далее. Вы уверены, что хотите склонировать
на новый диск все. И обратите внимание, что все данные с нового диска, на который вы их будете клонировать, будут удалены. Да, мы это понимаем. Нажимаем «Далее». И все. Это занимает некоторое количество времени в зависимости от размера ваших дисков и от скорости шины, через которую будут передаваться данные. Но в любом случае время у вас есть. Все, готово. Клонирование завершено. Нажимаем ОК. Далее. Можно закрывать RescueZilla. Клонирование завершено. Это отлично. Но мы только перенесли систему, но не увеличили наши разделы. То есть у нас разделы остались прежними. У нас система полностью перенеслась. Для этого мы можем воспользоваться Gparted. Далее сверху выбираем наш новый диск. И мы видим, что у нас есть нераспределенная область. У нас диск перенесся 10 гигабайт, который у нас был изначально. Вот он перенесся один к одному на второй диск. И нам нужно теперь этот раздел увеличить. То есть нам нужно добавить эти 2 гигабайта к нашему объему, к нашему разделу. Выбираем раздел, который хотим увеличить. Нажимаю кнопочку Resize Move. И увеличим до максимального объема. Готово. И подтверждаем. Все действия завершены. И давайте теперь загрузимся с нашего нового диска. Все, загружаемся в Linux. Как видите, загрузка проходит успешно. Посмотрим размер диска. У нас 12 гигабайт. И посмотрим наши разделы. У нас также 12 гигабайт. Все отлично. С Linux разобрались, все работает хорошо. Давайте теперь посмотрим, как это работает с Windows. Итак, выключаем Windows и запускаемся с RescueZilla с флешки. Делаем все то же самое. Выбираем клон, выбираем Source, исходный диск 50 гигабайт, новый диск 55 гигабайт. Также здесь у нас есть описание разделов, которые есть на диске. Далее, куда мы будем копировать это все, клонировать вернее. Destination 55 гигабайт. Далее, мы будем также делать полностью клон. То есть все разделы будем клонировать. Не удивляйтесь, что здесь стоит dev SDA для Windows, так как эти все разделы, они смонтированы в RescueZilla. А RescueZilla имеет в основе своей Linux систему. Поэтому здесь вот такие обозначения. Это не удивляйтесь. Да, мы все данные на целевом диске будем перезаписывать. И все. Поскольку здесь 50 гигабайт, которые нужно будет склонировать, это займет немножко больше времени. Готово. Далее. Все, клонирование завершено. Теперь нам нужно увеличить наши разделы. Запускаем снова Gparted. Выбираем наш новый диск. И видим, снова у нас есть пустая область. Эту пустую область нам, в отличие от Linux, нужно добавить не в соседний раздел, а в раздел немножко дальше. То есть нам нужно перемешать наши разделы. Попробуем это сделать. Выбираем раздел, который нам мешает. Нажимаем Resize Move. И перемещаем его в самый конец. Таким образом мы поменяем пустую область местами с нашим разделом, вернее, с разделом Windows. Почему они до сих пор так делают, я не знаю. Готово. Пишет, что перемещение раздела может вызвать ошибку. Да, нам это известно, но мы попробуем. Здесь готово, и теперь мы можем наш раздел увеличить. Выбираем его и нажимаем Resize. Увеличиваем до максимального размера. Нажимаем «Готово». Apply. Теперь отключаем наш исходный диск на 50 гигабайт и включаем диск на 55 гигабайт как загрузочный. Все, как видим, у нас Windows загружается. Попробуем зайти. Да, у нас все работает. Давайте посмотрим размер нашего диска. И мы видим, что у нас 54 гигабайта диск C имеет. Отлично, у нас все сработало. Таким образом, можно быстро и легко склонировать ваш диск, не переустанавливая системы, не переустанавливая никакие программы, не делая настроек. То есть вы можете просто взять ваш старый диск, склонировать его, и ваша система будет работать так же, как и прежде, но только у вас будет новый диск и, возможно, больше свободного пространства. Спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.